Привет! Вы на канале Технозон, и сегодня я посвящу свой выпуск играм на Xiaomi Mi Box 3 на базе Android TV 6. Когда я его приобретал, я очень сильно пожалел денег на джойстик Xiaomi фирменный к этому устройству. Я не понимал тогда, зачем он нужен и что на этом устройстве можно играть. При его характеристиках 2 гигабайта оперативной и 8 eMMC хранилища, я думал, что это будет просто-напросто бесполезная трата денег. И как бы отложил в долгий ящик. Но недавно моя дочь попросила меня, говорит: папа, я хочу поиграть на этом устройстве, на большом телевизоре. И мне стало интересно, что же все-таки может в плане игр это устройство. Я был очень приятно удивлен, когда я посмотрел ассортимент. Мы с вами его глянем попозже. Дело в том, что проблемы начались, когда я начал устанавливать игры на это устройство. Большая часть игр требовала джойстик, а остальные, запускаясь с пультом управления от этого устройства, работали с ограниченным функционалом. Когда я кинулся в интернет, я пытался купить для него джойстик, и я не смог его найти. К сожалению, уже все были распроданы, и нигде из частных рук, БУ, даже на eBay я не смог найти. Я начал искать информацию на форуме, в частности на FOPDA, но там тоже не было информации, какой же джойстик может подойти под Xiaomi Mi Box 3. Единственное упоминание было о том, что может работать джойстик от Xbox 360. Но я посмотрел цену, и это была 60% цены этого устройства. Меня это не устроило. Что же делать? Я перепробовал очень много джойстиков. Я пробовал проводные, которые не согласовались с ним. И получить root на этом устройстве у меня не получилось для того, чтобы что-то сделать. Я уже в отчаянии просто взял и заказал первый попавшийся джойстик на OLX Bluetooth. И вы знаете, я угадал. Я перепробовал также много Bluetooth джойстиков, но этот меня удивил. Это был самый дешевый, он мне пришел в такой коробочке, я его просто вот распаковал. Он мне пришел в такой вот коробочке, он с какой-то китайской инструкцией на китайском языке, с иероглифами. На нем единственное было указано, что у него есть поддержка как планшетов, так и андроида простого, и айфона, и смарт TV, PC, смартбоксы. В общем-то, это был супер универсальный джойстик по заверению производителей. Его модель YV03A01401, ну вообще ни о чем, он ноунейм полностью. Выглядит он вот так вот. Это был бэушный джойстик, я его купил примерно за $10. И вы знаете, каково же было мое удивление, когда я его подключил, он заработал. При этом я смог управлять полностью всем устройством, не только играми. При этом в играх у меня абсолютно тоже все заработало. Игры поддерживают все кнопки. Единственное, в этом джойстике есть маленький секрет, как произвести сопряжение. И я вам это тоже покажу. В общем, для того, чтобы сделать из Xiaomi Mi Box 3 игровую приставку, вам понадобится непосредственно сам Xiaomi, вам понадобится джойстик и вам понадобится флешка. Желательно как минимум на 32 гигабайта. Объясню почему. Потому что в этом устройстве есть проблема нехватки памяти. И устанавливать по одной игре, для того чтобы в нее просто поиграть, это не выход. А как установить все на флешку памяти, я вам покажу сейчас. Перед тем как начинать выбирать, устанавливать и играть в игры, нам необходимо подключить джойстик. Для этого мы переходим в настройки, нажимаем добавить устройство. И производим следующие манипуляции с джойстиком. Наш джойстик не имеет специфической кнопки включения или выключения. Но есть одна очень многофункциональная кнопка Home, с помощью которой можно включать, выключать режим сопряжения с разными типами устройств. Для того, чтобы включить джойстик в режим сопряжения конкретно с данной приставкой, необходимо зажать кнопочку Y и зажать Home на 5 секунд, пока он не начнет очень быстро моргать. Вот как видим, появился сразу New Gamepad N1. Нажимаем подключение. Все подключено. Перед тем, как начать выбирать и устанавливать игры, нам необходимо установить с вами флешку. И флешку нам необходимо установить в необычном для флешки режиме, а именно инсталлировать ее как внутреннее хранилище. Мы берем флешку, вставляем. Вот оно появилось. Нажимаем обязательно Setup as Internal Storage. Это позволит нам сохранять наши с вами приложения на флешку. Я не буду долго ждать, пока отформатируется эта флешка, и вставлю свою флешку, на которой уже установлены игры. Это сэкономит нам очень много времени. После того, как я вставил свою личную флешку, на которой уже записаны игры, мы можем увидеть, сколько же игр у меня здесь одновременно записано. И все они работают, и все они шикарно работают. Из таких особо тяжелых, которые я записал, это Asphalt 8, да, там, Real Racing 3, в которой я играю. Что еще может быть? Там, Real Shark, Farming Simulator, да, в принципе, Modern Combat, Blackout. Хочу показать, как некоторые из них работают, и потом мы посмотрим на ассортимент. С чего можно начать? Ну, например, там тот же Real Racing. Итак, запустился наш Real Racing. Мы смотрим стартовую заставочку. И мы переходим к стартовой гоночке.
переключаются виды, вообще шикарно играет, без каких-либо... То есть я не настраивал специально графику, то есть это стартовая графика, и она вообще шикарна. Без каких-либо микрофризов, лагов, тормозов. И все это на этом джойстике. Очень интересно посмотреть Modern Combat 5, как он работает. Вот мы загрузились, вошли в обучение. Конечно, здесь графика никак не Nvidia Shield, а немножечко другого качества, но в принципе это уже достаточно и так неплохо. Из того, что играю я, хочется отметить гадкий я, который оптимизирован даже под игру на стандартной дистанционке для этой приставки. Мы посмотрим, как она играет на джойстике. Играет она абсолютно прекрасно, она оптимизирована конкретно под это устройство. Поэтому никаких проблем, это очень все красиво, эффектно выглядит. Он мило бегают, мило прыгают. Перейдем к следующей игре. Знаменитый Beach Buggy Racing вообще отлично играет, вообще красивая игра, всем советую. Моя дочка просто вообще в диком восторге от этой игры, и это очень все красиво и классно работает с этим джойстиком. Также в эту игру можно играть и на простом, на простой дистанционке. Прекрасная аркадная игра Red Ball 4. Очень красочная и тоже очень хорошо играет. Фарминг симулятор. Достаточно прикольная игра. Это симулятор фермера. Здесь необходимо собирать пшеничку. Я не знаю. Это очень интересный симулятор. Поэтому это нужно любить. Версия здесь стоит 14, хотя в Play Market есть 16, но она платная. Хотя, если кто-то есть любитель, он может купить. Или же скачать на FPVA и установить через флешку. Это тоже в принципе возможно. Dead Effect 2. Очень крутая игра, в которой я не думал, что будет играть на Xiaomi Mi Box 3, но она меня очень приятно удивила. Implosion. Феноменальная игра. Вообще мне очень она понравилась. По эффектам, по геймплею вообще шикарная. И тут эта игра рубилова. Здесь просто какие-то сумасшедшие комбинации. Это очень круто. При этом она достаточно неплохо русифицирована. Я мог бы много останавливаться на разных играх, да, то есть здесь есть и такие игры, как Skyforce, но они ничем не отличаются от того, что есть на простом андроиде. Да, там есть Realboxing. Realboxing достаточно реалистичная игра, вообще крутая. Сейчас мы посмотрим. С очень неплохой графикой. Что-то я, наверное, делаю неправильно. Боксер из меня виртуальный, не ахти какой, но графика здесь, конечно, очень даже поражает. Bomb Hunters. Очень интересная игра про минеров. Она, конечно, такая с незамысловатой графикой, но она очень смешная. Найди обезвредить бомбу. Такая интересная игра. Для самых маленьких подойдет Super Heroes DC Comics. Это очень интересная игра из мира Лего. И вот оно, ограбление банка, и вы управляете какой-то человеком, каким-то пчелой.
Это очень смешная игра, потому что за мной потом начнет гоняться какой-то из супергероев DC Comics. Серия Super Phantom Cat 2. У меня установлено 2 части. Я вам покажу всего лишь одну из них, чтобы вы поняли, какой здесь есть геймплей. Это вот в стиле Super Mario, в принципе, можно играть. Она очень-очень похожа. Loop. Очень интересная игра в стиле старого Сакбан, только в 3D. Dead Trigger 2. Ну, это вообще крутая игра про зомби. И она здесь тоже достаточно неплохо идет. Я ее тоже только установил. Посмотрим. Пойдем. Вау, кровяха. Такой красавчик, да? В принципе, как мы видим из тех игр, которые у меня установлены, это достаточно большой выбор. Я мог бы установить еще больше, но я хочу вам показать, какой есть ассортимент Google Play Store. Здесь он абсолютно не такой, как в Google Play для Android. Здесь есть раздел игры. Но я вам хочу сказать, что здесь не все игры, которые можно установить на эту приставку. Если вы воспользуетесь поиском, вы найдете их намного больше. Но основные и самые популярные выставлены здесь. То есть я хочу отметить там портал Pinball. Очень интересная, эффектная игра. Могу показать скриншоты. Это выглядит примерно так. Потом из того, что у меня не установлено, серьезно, да, это вот Farming Simulator 18. Вот здесь вот какой-то Oddworld Stranger's Wars, Star Wars Knights Old Republic. Ну, судя по графике, конечно, не ахти, хотя это, возможно, всего лишь скриншоты. Так, что еще здесь установлено? Inferno. Симулятор козы есть. Достаточно интересная игра, наверное. Есть Modern Combat 4, но она почему-то платная, в отличие от 5. Есть GTA Chinatown. Также есть здесь, кстати, GTA Liberty City. Tomb Raider 2. Есть топ бесплатных игр. Как видите, вот если брать по гоночкам, да, то гоночек тут вообще просто бесконечное множество. Бесконечное множество шутеров каких-то. И все это от Overkill 3 есть. В принципе, в это все можно играть. Вот 2 сезона есть The Walking Dead. Это ходячие мертвецы. Так. Игры престолов есть. В принципе, по скринам так понятно. Надо будет тоже установить, посмотреть. Есть спортивные игры, Snowball. В принципе, если быть непритязательным к играм, то это достаточно интересная игра с большим ассортиментом интересных игр. Я не скажу, что это, конечно, может заменить какую-то полноценную игровую приставку, но учитывая то, что это Android TV, в принципе, я думаю, что вы видите, что в это можно играть. Выбирать, в принципе, вам. Даже есть такие там серьезные игры. В принципе, выбирать вам. Очень много платных игр, очень-очень достойных. Поэтому я предлагаю перейти и прорезюмировать то, что мы увидели. Вот, кстати, они здесь по разделам даже разбиты на ролевые. Dungeon Hunter 4 есть. Очень-очень-очень много. Ну что, посмотрели, поиграли? Я думаю, что она вас тоже приятно удивила, как и меня. При том наборе игр, которые есть, и при джойстике за 10 долларов, это идеальное устройство. Учитывая то, что это еще и Smart TV Box, которым поддерживается YouTube, Migogo и все остальное, ну, я считаю, что это идеально для игр, для развлечений, для дома, для телевидения. Если вы, конечно же, не притязательный, не профессиональный игрок. Ну что же, с вами был Владимир Крамаренко на канале Технозон. До скорых встреч, пока.